Любопытная новость, причем она уже какими-то, знаете, такими блоками идет. То, что начали грабить, обманывать и даже похищать военнослужащих. Мало того, что, мне кажется, военнослужащего должно быть сложно похитить, он должен уметь защищаться вроде как. Ну ладно, оставим это в стороне, но тем не менее банда похитила участника боевых действий в Российской Федерации и держала его в плену 2 суток. Представляете? В преступной группе из Калининграда было 8 человек, они потребовали у военного деньги и украли его, чуть не прочел, женщину. Ну, в общем, все, что захотели, то и украли, машину украли. На этом мошенники не остановились, они убедили другого мужчину подписать контракт с Минобороны, чтобы похищать выплаты с его карты. Но схема сорвалась, всех преступников задержали. А знаете, что мне бросилось в глаза, вот так задумался я о чем со своей стороны? О том, что раньше вот бандиты всякие, они грабили банки, там много денег. И вот сейчас они переключились на вот данных, значит, бойцов вооруженных сил. То есть у них тоже, видимо, много денег. Да? Почему-то вот как-то пошел такой тренд, что у них берут деньги. Просто это все параллельно еще звучит то, что они за честь и за совесть, но не за деньги. Ну, там идут защищать, там, родину свою, молодцы. Но они не за деньги идут, но когда они возвращаются, у них очень много денег, и их начинают похищать. Мне кажется, нужно какой-то уже новый тренд создавать. Может быть, к Соловьеву обратиться, он умеет так хорошо так по-немецки вдарить, да, ну, вот, чтобы их тоже защищать как-то. Они же защитники, они же защищаться не умеют, и поэтому их тоже надо как-то защищать. Вот понимаете? Потому что вот это news.ru публикует, оно публикует, да, от имени силовых структур, но силовые структуры должны защищать, значит, защитников Родины. Как-то естественно было бы наоборот, ну еще раз, да, ну вот данность такая, какая она есть. Мне кажется, как-то их надо как-то их охранять, может быть, какие-то отдельные резервации их поселять как-то, да, ну, за каким-то забором, там, да, прям колючую проволоку, ну, чтобы, да, чтобы не пролезли враги, похитители, чтобы не пролезли. Мне кажется, их защищать надо. Вот так вот постфактум уже много этого, просто за них обидно, они ж люди достаточно безобидные, они ж слабые. Они вот их раз и похитили, он такой сидит, машину забрали, все забрали, так сидит, ну что это такое? Ну как вот, ну, несправедливость. У него же тоже, понимаете, пятно в душе, скорбь, значит, переживания, боль, тоска. Не хорошенькое дело. Съездил там, так сказать, а приехал, и тут хлопа тебя всего взяли и похитили. Ну что это такое? Не знаю, друзья мои. Мне кажется, тут уже нужно каких-то, может быть, даже, да, там, за каждого спасенного защитника Отечества, может быть, там 5 миллионов, там, может быть, даже, да, какой-то проводить, это как это называется-то, ну, как это, когда это, через военкоматы, это, как она? Господи, возраст, уже забыл, как это называется. Мобилизацию. Мобилизовать защитников, мне кажется, надо. Вот. Мне кажется, надо поднимать этот вопрос. Я вот просто не знаю, у меня сердце не на месте. У вас что там с сердцем? Пишите.